Приветствую вас на канале Пишу вам. В прошлой части мы начали размышлять о руке Божьей, водительствующей Авраама, и о том, как Авраам воспринимал руку Божью. Сегодня мы продолжим эти размышления. И вот впервые в своей жизни Авраам сталкивается с тем, что рука Божья может защищать его и оберегать таким образом ранее данное обетование. Бытие 12:17. Господь поразил фараона и домочадцев его тяжелыми болезнями за Сару, жену Авраама. И вот Авраам с Сарой выходит из Египта с большими подарками, с большим имуществом. Это был первый опыт Авраама. Оказывается, рука Божья может насылать тяжелые болезни и оберегать и защищать таким образом. Оказывается, рука Божья может также благословлять и благословлять обильно, так как вышли они из Египта с большим имуществом. Таково было открытие Авраама и Сары о руке Божьей. Но зачем вообще нужна была вся эта ситуация, вся эта история с Египтом и этот лишний крюк из Хаана в Египет, который совершенно не нужен с человеческой точки зрения? Что и кому дала эта история? И здесь мы как раз сталкиваемся с той очередной ситуацией, когда представления человека о руке Божьей не совпадают с тем, что делает рука Божья. То есть человек, попросту говоря, не понимает происходящего. По той простой причине, что человеку не открыты планы Божьи, которые носят более глобальный, более стратегический характер. В данном случае Авраам не знает о том, что его потомки будут рабами в Египте, и что впоследствии они выйдут оттуда с большим имуществом, рукою Божьей будут выведены, и что вот эта вся история Авраама в Египте послужит им путеводной надеждой, тем лучом света, который будет укреплять и поддерживать их в ожидании того, когда это произойдет. До определенного момента у Авраама не было даже близко представления об этом, пока Господь не озвучил ему это. В Бытие 15 главе мы читаем: «Знай же, что потомки твои будут людьми пришлыми в земле чужой. 400 лет они будут жить в порабощении и угнетении, но суды мои постигнут народ, поработивший их, и твои потомки уйдут оттуда с большим имуществом». У впоследствии порабощенного народа израильского будет два луча света. Первый луч света – это вот это обетование, данное Господом Аврааму. И второй луч света – это история Авраама в Египте, когда он оттуда вышел с большим имуществом. Что еще важного, какая важная особенность есть еще во всей этой истории в Египте? Дело в том, что данная история должна была состояться так или иначе. Авраам об этом знать не мог, но мы это можем знать сегодня, зная, так сказать, задним числом планы Божьи и глобальное водительство руки Божьей всего избранного народа. Именно потому в жизни Авраама был тот же самый голод, выталкивающий его из ханаанской земли в египетскую, который будет впоследствии его потомков. Именно та же страна Египет и именно тот же самый выход из Египта с большим имуществом по причине защиты руки Божьей. Однако в истории Авраама что-то не совпало. И причиной этого некоторого несовпадения историй состоит в недоверии Авраама Господу. В том, что, назвав свою жену сестрой, он, так сказать, пустил вот эту всю историю чуть-чуть по другому сценарию. А по какому же сценарию могла пойти эта история, если бы Авраам доверился Господу? Если бы он Сару назвал своей женой? С человеческой точки зрения возможно два варианта. Вариант один – это египтяне, узнав, что Сара жена Авраама, ничего не предприняли бы. И вариант второй – они попытались бы напасть на дом Авраама. Но это с человеческой точки зрения. Когда же мы размышляем о руке Божьей, мы видим, что возможен был только второй вариант, то есть именно тот, при котором египтяне нападут на дом Авраама. Почему?
Во-первых, в случае первого варианта это совершенно напрасная история, совершенно напрасный голод в ханаанской земле, совершенно ненужный крюк в ханаанскую землю. Ну, пришел Авраам со всем своим большим имуществом. Ну, пожил там какое-то время, так сказать, в бегах от голода и вернулся. Все. Никакой, собственно говоря, истории, никакого света надежды последующим потомкам, находящимся в рабстве. Попросту говоря, напрасный крюк. А если бы Авраам доверился Господу и назвал бы Сару женой, то египтяне захотели бы убить его и забрать Сару. И в этом случае под прямую угрозу подпали бы все данные Господом обетования Аврааму. Вот человек, доверившийся руке Божией, пришел в Египет. Вот он был убит, жена его насильно отдана другому, а все остальные представители дома Авраамова пленены в рабство. Все, конец истории, крушение всем обетованиям Божьим. Разумеется, Господь не мог такого допустить. Но при этом рука Божья явно приготовила эту историю, чтобы она светила последующим потомкам. Авраам должен был под воздействием Ханаана прийти в Египет и выйти из Египта с большим имуществом. Имуществом, изъятым у египтян по какой-то причине. Таким образом, вся ситуация была запланирована именно по второму варианту, при котором египтяне бы попытались напасть и совершить все ими запланированное, и при котором бы рука Господня вмешалась бы в это. И затем далее мы бы знали бы эту историю так, как мы, собственно говоря, ее и читаем. И вышел Авраам из Египта с большим имуществом. Подобная же история в итоге будет сформирована рукой Божью в жизни Авраама впоследствии, когда Господь даст свое повеление принести Исаака в жертву. Рукой Божью на карту будет поставлено все то же самое. Крушение Божьих обетований, разрушение всей картины водительствующей руке Божьей, если ей довериться. И в то же самое время сверхчеловеческое доверие Господу, что Он в силах будет воскресить Исаака из мертвых, хотя никто никогда не видел такого действия руки Божьей. Итак, Аврааму всего этого не дано было знать. Это преимущество имеем мы с вами сегодня. В этом смысле история Авраама освещает наш с вами путь. Но актуальность данной темы, которую уже начал формировать Господь, была на самом деле очень высокой, потому что уже внук Авраама, Иаков, всем своим домом переселится в Египет. Итак, Авраам и Сара вышли из Египта, и они не знали того, о чем мы сейчас с вами размышляли. Но какой же вывод они могли сделать, взирая на руку Божью? Нам с вами немножко сложно это оценивать, потому что мы знаем всю историю, знаем, так сказать, правильные ответы. Но мы сейчас должны как бы забыть обо всем этом и просто встать на их место. Итак, мы не понимаем, зачем вообще нужна была эта история, зачем нужен был этот голод, что это вообще такое было. Но мы увидели, что рука Божья сильна, чтобы защищать и чтобы благословлять. Итак, Господь вывел из Египта, Господь защитил Сару, но почему? Какое объяснение может быть дано в этом случае? Потому ли, что Господь хочет через нее именно дать Аврааму наследника и многочисленных потомков? Или потому, что Господь защищает Авраама и все, что ему принадлежит, так сказать, весь его дом? Ответа на этот вопрос не было. Все, что было у Авраама, это общее, так сказать, глобальное руководство с обещанием благословений, рука Божья, способная защищать, и бездетная Сара. Все. И вот они вернулись в ханаанскую землю. Все кошмары позади. Вот оно время наступления, так сказать, мирной жизни. Сейчас самое время найти хорошее, тихое место в ханаанской земле, поселиться там и ожидать исполнения обетований Господних. Лот разделяется с Авраамом, и Авраам после этого получает дополнительное обещание Господа.
Бытие 13:17. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него: возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потомству твоему навеки. И сделай потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Затем происходит война, в которую приходится втянуться и Аврааму за освобождение Лота. В одном из прошлых размышлений мы как раз размышляли о пути Лота и о том моменте, когда он разделился с Авраамом. О том, какой важный знак был подан Лоту, когда он разделился с человеком Божьим и оказался в том месте, в котором он не должен был бы быть. Он мог бы быть человеком Божьим, в результате он не жил бы в той долине и не попал бы в плен по результатам этой войны. Но это вопрос взывания руки Господней к Лоту. Мы же сейчас с вами должны рассмотреть именно ту ситуацию, в которой оказался из-за этого Авраам. Когда мы читаем эту историю, в которой Авраам разгромил 4 царей, мы невольно представляем себе, что обе стороны имели сопоставимые силы. Пусть они были не равны, но приблизительно где-то как-то сопоставимы настолько, что достаточно Аврааму было просто разработать некий военный план, который заключался в том, что он разделил людей на несколько отрядов, и они напали ночью, и они таким образом полностью получили преимущество, которое и дало им победу. Бытие 14:15 мы читаем: «И, разделившись, напал на них ночью». Однако вспомним, что это тот самый Авраам, который еще совсем недавно боялся за свою жизнь в Египте. Более того, он боялся за свою жизнь в любом месте, куда бы они ни пришли. Вот что он впоследствии ответит Авимелеху. Бытие 20 глава 13 стих. «Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мною сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой». Вот то подлинное положение и вот та подлинная военная сила, которой обладал Авраам, так что в принципе он везде, где бы они ни ходили, находился в определенном страхе. При этом давайте посмотрим, кому же он своими действиями объявил войну. История нам известна: 4 царя пошли войной впоследствии против 5, а до этого они, как мы читаем в Бытие 14 с 5 стиха, «И поразили Рефаимов, Зузимов, Эмимов, Хареев, поразили всю страну амаликитян и также амореев». То есть Библия рассказывает нам об очень могущественном сопернике, который всех громил. Затем, когда они разгромили вот эти все народы, мы читаем о том, что они как раз пришли войной против местных 5 царей, включая царя Содома и Гоморры, и разгромили и их. И вот именно против этой силы Авраам и вынужден был выступить со своими 318 человеками плюс союзники. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана. Анер, Эшкол и Мамре пусть возьмут свою долю. После освобождения Лота Авраам сразу же получает подкрепление от Господа. Бытие 15:1. «Не бойся, Авраам, я твой щит». Если бы Авраам обладал силой, сопоставимой с силами своих противников, он бы не боялся. И он бы в этом случае не нуждался бы в данном подкреплении и обетовании Господнем. Однако оно было дано, что говорило о том, что Авраам после этой победы находился в сильном страхе и нуждался в данной поддержке от Господа, и что у него не было сил отбить нападение, если бы оно произошло. А раз так, то на что же он надеялся, когда вступал в эту войну? Вряд ли Авраам относился к такому типу людей, которые, вскипая, ничего не соображают, влезают в какую-нибудь историю, а потом хватаются руками за голову, мол, что же делать. Нет, мы не видим Авраама вскипающего, когда у него Сару уводят во дворец фараона. Это говорит нам о том, что Авраам обладал серьезной силой воли и самообладанием. Поэтому действие в отношении спасения Лота – это был именно
осознанный шаг, а не некая необдуманная горячность. А раз поступок осознанный, то он должен был на что-то надеяться. На что? А мы с вами уже знаем, что в копилке его жизненного опыта и наблюдений за рукой Божьей уже лежало то, что рука Господня сильна на то, чтобы защищать и оберегать. И именно на эту руку Господню он мог уповать и надеяться. Разумеется, это не значит, что теперь нужно бросаться во все тяжкие, мол, Господь все равно защитит. Нет. Но Лот был, во-первых, близким родственником, и, во-вторых, Лот был человек, который в свое время доверился водительствующей руке Божьей и пошел за человеком Божьим, покинув таким образом Ур Халдейский и придя жить в Ханаанскую землю. Именно потому Авраам приложил все свои усилия на то, чтобы спасти Лота, но при этом все его упование было на руку Господню. А если бы не было в том воли Господней, то мы могли бы прочитать что-то в подобном стиле, Второзаконие 1:42. «Но Господь сказал мне: скажи им, не всходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши». Итак, Господь даровал великую победу, великую радость спасения Лота и его семьи. Что же добавилось в копилку наблюдения Авраама за рукою Божьей? Авраам увидел, что Господь силен защищать, оберегать и даровать победу там, где ее могло бы и не быть. И все-таки жизнь Авраама выглядит, скажем так, несколько странной даже для него самого. Вот он живет в окружении многочисленных народов, которые поклоняются различным богам, и только один Авраам в этой земле поклоняются живому Богу. Разумеется, ситуация, скажем так, несколько странная, она протекает годами, и на это нельзя не обратить внимание самому Аврааму. Это то, что привносит вполне адекватные вопросы и сомнения. Если Господь всесилен, если Он живой Бог, где остальные, поклоняющиеся Ему? И вот по результатам войны, которая только что закончилась, он вдруг встречает человека, который так же, как и он, поклоняется живому Господу и который даже является его священником. Речь идет, разумеется, вы поняли, о Мелхиседеке. Огромная, невероятная редкость по тем языческим временам. Нет в то время народа, который хранил бы свет о Боге. А при этом язычество с вплетенным в него суеверием всегда расцветает само, если так можно сказать, автоматически, без каких-либо усилий. И вот посреди вот такой именно ситуации Авраам вдруг, спустя много лет одиночества в своей вере, получает столь драгоценную поддержку. Разумеется, они общались, разумеется, они делились опытом, как кого благословлял Господь, как водительствовал, опытом наблюдений и размышлений над рукой Божьей. И выяснилось, что Мелхиседек по статусу даже выше Авраама, так что он благословил Авраама. Бытие 14 главе мы читаем: «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему 10-ю часть из всего. И в послании к евреям, в 7 главе, 7 стихе мы читаем: «Совершенно неоспоримо, что меньший всегда благословляется большим». Столь важным подкреплением благословил Господь Авраама. И Мелхиседек подтвердил Аврааму причины его победы, истолковывая Аврааму руку Божью. Бытие 14:20: «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Итак, встреча с Мелхиседеком завершилась, царь Салимский вернулся в свои владения, и Авраам остался один. И вот Господь посылает ему то самое обетование: «Не бойся, Авраам, я твой щит». Мы видим, что Авраам нормально воспринимает это обетование, принимает его и не дает на это никакой ответной реакции эмоциональной или какого-либо сомнения или спора. Однако на следующую фразу Авраам вдруг проявляет сильную эмоциональную реакцию. «Награда твоя весьма велика».
Почему эта фраза, это слово, сказанное Господом, вызывает столь сильную эмоциональную реакцию у Авраама? Потому что у Авраама было на тот момент уже определенное представление о себе и своем положении. И он уже воспринимал себя как человека, который готовится уходить из этого мира, а детей у него нет. Бытие 15 глава со 2 стиха. «Владыка мой Господи, — ответил Авраам, — что можешь ты дать мне, если я ухожу из мира сего бездетным?» И со скорбью добавил: «Увы, не дал ты мне потомка, и вот мой домочадец, наследник мой». Вот как то же самое сказано в одном из английских переводов: «Что хорошего или что пользы от всех твоих благословений, если у меня нет сына?» Это не просто эмоция, это не просто противление Богу, это искреннее непонимание смысла происходящего. Но действительно, что проку от благословений, если Авраам уже собирается уходить из этого мира, и при этом он бездетен? Кому же достанутся плоды всех этих благословений? Управляющему. Но почему это должно вдохновлять Авраама? Бытие 15.3. «Вот ты не дал мне потомства». Авраам указывает Господу на то, что его обетование не сбылось, хотя со времени первого обещания Господа прошло уже 10 лет. Он не просто верит в свою ситуацию, в то положение, в котором он оказался. Его сердце преисполнено чувств, оно преисполнено горечи, разочарования от того положения, в котором он находится. Как сказано в Священном Писании, от избытка сердца говорят уста. Мы здесь опять обнаруживаем ситуацию, когда человеческое представление о руке Божьей столкнулось с тем, как водительствует подлинно рука Божья. Вот Авраам явно рассчитывал, что рука Божья уже должна была бы исполниться, а этого все нет. И Авраам находится в недоумении от сложившихся обстоятельств. Почему рука Божья не исполняется, а будет ли она вообще исполняться? Да, Господь продемонстрировал свою способность оберегать, защищать, давать победу, но Он так и не дал ничего из того, что обещал, ни потомков, ни земли этой во владение. Это та самая объективная, если так можно сказать, ситуация, в которой Авраам находился, которую он созерцал. И вот именно находясь в этом состоянии, он слышит столь важное для него слово Господа. Бытие 15, с 4 стиха. «И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон, и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков». И вот сквозь эти годы, сквозь накопленную боль и горечь разочарования, в сердце Авраама вдруг что-то произошло. Бытие 15.6. Авраам поверил Господу. Бытие 15.18. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Итак, заключен завет между Господом и Авраамом. Все успокоилось, все как бы встало на свои места, и теперь, согласно человеческому представлению, самое время Саре родить. Бытие 16.1. Сара же не рождала ему. Господь уже мог даровать возможность Саре родить, но не давал. Конечно, новое обетование, данное Господом Аврааму, было как бальзам на сердце. Это была очень важная поддержка, но обратите внимание, как при этом сказал Господь: «Из чресл твоих», или как по другому переводу, «зачатый от семени твоего». Разумеется, когда Авраам и Сара провели всю свою жизнь в бездетности, они успели обдумать уже все, что только возможно, перебрать все возможные варианты. И, разумеется, они обдумывали тот известный вариант, к которому прибегали в подобных случаях, когда жена отдавала мужу свою рабыню, через которую у нее как бы были дети. При этом Авраам и Сара пришли из Месопотамии, где данный обычай был
возведен в букву закона и прописан в Месопотамском кодексе. И вот они обдумывали этот вариант. Естественно, это непростое обдумывание. Они многократно к этому то возвращались, то отказывались. И так, возможно, протекали годы, пока не прозвучало «из чресел твоих». Обратим с вами внимание на руку Божью. Господь знал сердца Авраама и Сары. Он знал, что они обдумывают подобный вариант, чтобы применить его в своей семье. И Господь уже тогда мог бы сказать: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомству его после него», как это было сказано позже, спустя 14 лет. И все было бы понятно, и все встало бы на свои места. Но Господь дал другое обетование: «из чресел твоих». Это руководство подразумевало двоякое понимание. Может быть, Сара родит, а может быть, какая-то другая женщина родит Аврааму наследника. Несложно увидеть, что данное руководство обращает внимание, акцентирует внимание, если так можно сказать, на отцовстве Авраама. То есть Господь, давая повеление, мы сегодня знаем, что Он имел в виду, что наследником твоим будет не чужой человек, а человек, произошедший от тебя из чресел твоих, и потому было подчеркнуто отцовство Авраама. Но как Авраам воспринимал это обетование Господне, когда он и Сара уже какое-то время находились в положении обдумывания, воплощения в своей семье вот этого самого обычая? Почему руководство Божье было дано именно таким образом? Часто, когда мы размышляем о воле Божьей, у нас, у верующих, царит такое представление, что если Господь будет открывать свою волю, то Он будет открывать ее всегда четко, ясно, понятно, исключая какие-либо, так сказать, разночтения. Однако история Авраама показывает нам обратное, что порой Господь допускает разные понимания Его воли. Почему? Чтобы научить. А чему научить? Что такого Авраам узнал через этот опыт, чего он не узнал бы, если бы Господь сразу бы сказал ему, что именно Сара должна родить тебе сына, и чего бы мы не узнали, взирая на вот этот вот путь, открытый нам Авраамом. Почему Господь допустил двоякое понимание? Мы обсудим это чуть позже, а прежде встанем еще раз на место Авраама. Итак, Господь ничего не сказал про Сару, и уже понятно почему, потому что она бесплодна. И при этом Господь акцентировал внимание на отцовстве Авраама из чресел твоих, что, безусловно, снимает сомнения и подтверждает, что вариант, который они рассматривали, видимо, угоден Господу. Но, видимо, к сожалению, не предназначил Господь Сару к тому, чтобы родить ему наследника. Итак, Авраам и Сара пришли к определенному выводу о воле Господней, о том пути, по которому они должны пойти и на который их Господь благословляет. Обратим с вами внимание на то, что буквально спустя короткое время Авраам и Сара получили подтверждение того, что они правильно приняли решение в отношении Агари. Вот Агарь, Бытие 16:6, зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И вот ей явился ангел Господень и говорит: «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень: «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». И еще сказал ей ангел Господень: «Вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил». Агарь вернулась и, разумеется, рассказала Аврааму о всем том, что с ней произошло, когда она убежала, как ей явился ангел Господень. И мы можем об этом узнать из того, что впоследствии, когда Агарь родила сына, Авраам дал имя этому сыну
именно такое, какое назначил Господь. Бытие 16:15. Агарь родила Аврааму сына, и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Измаил. Так какое же представление о воле Господней сложилось у Авраама и Сары через этот случай с Агарью? Во-первых, Господь сам дал имя этому ребенку, что уже огромная честь. Но с чего бы это? Во-вторых, какое имя Господь дал сыну Агари? Измаил. Бог услышит. И Господь сам же дал разъяснение. Бытие 16:11. «Ибо услышал Господь страдание твое». То есть страдания Агари Господь слышит, а страдания Сары нет. А теперь давайте медленно, не спеша, сравним те обетования, которые Господь дал Аврааму, с тем обетованием, которое Господь дал Агаре. «Я произведу от тебя великий народ, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». А вот сказанное Агаре: «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его множество». Так вот, как исполнится обетование Божье на Измаиле. Он тот, через кого произойдет множество народов, он тот, кто исшел из чресел Авраама, он тот, с кем Господь продолжит завет, заключенный с Авраамом. Значит, Авраам и Сара приняли правильное решение. Итак, сперва мы видим руководство Божье из чресл твоих, а затем, спустя короткое время, присланное через Агарь подтверждение правильности принятого решения.